Думаю, надо оставить какой-то посыл. Все переросло в судебное разбирательство. Просто залетает 17 машин FBI. Это душевная форма переживания. Так к смерти начал относиться проще. People that think that we're crazy, and then once they try it, they realize that it's much deeper. У меня прыжок, который состоится на следующей неделе. Я к этому дню иду большим переживанием, потому что открыть для себя что-то новое в жизни и пройти через самый страшный эпизод, выпрыгнуть с самолета, это для меня что-то нереальное, но я себе дал обещание, что когда-нибудь в жизни я это сделаю, и поэтому я обязательно прыгну. Виталий, расскажи, пожалуйста, какой у тебя был первый опыт, почему ты пришел в этот спорт, и расскажи вот тот момент, когда ты первый раз прыгнул. Ну, давай сразу же по скриптам, потому что все, что будет дальше связано с моей речью, это сугубо мой опыт, и мне кажется, у каждого человека в жизни это индивидуально. Это была одна из вещей, которую я хотел преодолеть, это страх к высоте. Я думаю, люди делятся тоже на категории. Кто-то приходит в этот спорт вот как я пришел, попробовать вот этот, увидеть, встретить свой страх к высоте, вот с глаз на глаз, и ощутить, преодолеть и увидеть, что с тобой будет дальше происходить. Поэтому скажу, например, первый опыт, первый прыжок. Самое, наверное, страшное — это подготовка морально к неизведанному. Да? То есть вот у нас как устроен мозг, наши ощущения. То есть у нас есть изначально страх к неизведанному, есть возбуждение, excitement. Согласен, Вот. Это да. две вещи, которые тебя, когда ты идешь на такое дело, как скайдайв, это две вещи тебя преследуют. Самое страшное — это, наверное, подготовиться. То, через что ты сейчас проходишь, это, наверное, через самый лучший такой трансформационный этап незнания, что ожидать. Это выпрыгнуть куда-то в неизведанность, и начинаются вот эти мысли, да, идти. А что если? А вдруг не раскроется? А что если там Да, что-то произойдет? все так, как Что ты если, говоришь, да. у нас там двигатель, что-то, или самолет, и начинается вот этот поток, и ты перестаешь спать. Самое тяжелое — это, наверное, подойти к двери Да, во время уже 100%. прыжка, и потом, когда это происходит, понимаешь, что на самом деле больше всего мы боимся от своих мыслей, своих страхов, которые, по сути, иллюзия, которую мы сами себе накручиваем. Мне кажется, вообще такая тема, это, честно, мне кажется, вся эта тема — философия. Потому что, не знаю, можем сразу же, либо я потихонечку... Давай я тебя подведу. Вот я, допустим, для себя понял, что когда ты настраиваешься на какое-то событие, вот, допустим, я в этом состоянии могу различить вот ту индивидуальность, то есть мы ее называем обычно душой, или там, как мы в нашей программе называем, игроком, и нашим телом, то есть это разум, то есть который отвечает за всю нашу работу, то есть чтобы тело функционировало и так далее. И я различаю эти два сознания, то есть моя, грубо говоря, душа, она хочет прыгнуть, то есть ставит задачу, я хочу прыгнуть, все.
и тело начинает думать об этом. То есть и почему она посылает иногда вот этот вот анализ тебе постоянный, то есть стресс, вот какие-то вот эти неприятные ощущения, потому что оно пытается проанализировать все моменты, что будет во время прыжка, как сильно будет воздух дуть в лицо там, или как быстро ты будешь падать. Из-за того, что непонятна сама эта задача, он начинает стрессовать. И он просит, вот мое тело реально просит, дай мне какую-нибудь хотя бы идею, то есть как это будет выглядеть. Поэтому я вот сейчас вот думаю попробовать использовать свою гифт-карту на iFly, где вы в трубе под большим потоком воздуха пробуйте лететь. То есть это искусственно созданная атмосфера, но она очень близка к тому, что происходит во время прыжка. Вот, и поэтому я хочу это попробовать и сделать так, чтобы для себя, вот для опыта моего тела было намного легче потом пережить сам прыжок. Потому что я думаю, что это одинаковые будут атмосферы, и все равно в голове держится идея, что когда ты прыгаешь, ты все равно сталкиваешься с воздухом. И это сопротивление очень сильное, и оно тебя держит, и оно у тебя убирает это ощущение страха, что ты летишь в бездну. Это же не будет такого, правильно? И да, и нет. Ну, например, это, в принципе, идентичное ощущение, да, вот эта симуляция через аэродинамическую трубу, да, абсолютно такой же идет поток, но здесь ты как бы знаешь, что тебе не грозит физическая смерть, да, но все равно, вот ты даже идешь в трубу, все равно ощущаешь немножечко волнение. Я каждый раз даже идешь в трубу, ну, там потому что идет бешеный поток, который ты не привык ощущать в нормальной среде, да, там он идет сильный поток. Ты начинаешь сопротивляться воздуху, и тебя начинает еще раскручивать. То есть весь скайдайв, я бы сказал, это, наверное, умение балансировать симметрично свое положение тела. Любое движение, даже вот такое, вот просто вот такое, одна рука, она начнет тебя закручивать. Представляешь, насколько сильный поток, да, что одна рука уже делает движение. Вот ты лежишь в потоке, вот так сделал, ты вперед полетел, опустил. То есть вниз опустил голову, тебя раз вверх подлетел, да, ну, затормозил, прогнулся. Просто простые движения тела уже меняют скорость. И к тому, что ты говоришь, аэродинамическая труба круто, чтобы ощутить то же самое, в плане безопасности, да, для физического тела, то есть пойти и испытать этот опыт, то же самое, что мы испытываем в небе. А сколько у тебя уже прыжков в сумме было? Да у меня счет вот остановился, я сейчас реже прыгаю из-за кино. Да, мы об этом поговорим. 500 плюс. 500 плюс прыжков, да? 500 плюс прыжков. А как у тебя получилось создать для себя в жизни вот эту вот привычку прыгать? То есть я, допустим, вот один раз прыгнул, мне достаточно. А что у тебя было в первый раз? Как ты к этому пришел? Окей, мне кажется, что шел изначально с одним пониманием: преодолеть страх. Но потом этот опыт заставляет тебя очень сильно взглянуть на мир другими глазами, с другой перспективы. То есть я бы сказал, что вот ты про что, когда собираешься прыгать, да, у тебя мозг, вот эти страхи, каждому они даны, мне кажется, разные страхи, да. Кто-то, допустим, не боится, может, высоты, но боится социального страха, да, например, выйти на публику и сказать речь. Кто-то боится водить машину, или кто-то, у каждого свои страхи, и мне кажется, в этом есть смысл этой жизни, в этом теле, чтобы именно столкнуться со своими страхами, чтобы ты мог дальше идти, развиваться, как душа, как человек. И когда я шел, то есть изначально преодолеть этот страх к высоте, то есть у тебя идет, опять же, это зависит, мне кажется, от твоих эго, очень играет большую роль. Это твоя привязанность к этому миру, да, кем ты являешься, кого ты боишься потерять, или люди боятся смерти. То есть вот эти вещи у тебя мозг начинает просто с ума сходить, думаешь, блин, а что если, да? А потом вот этот
прыжок, я помню очень прекрасно свой первый прыжок. Я, если честно, охренел. И еще и пожалел, знаешь, у меня еще менталитет латвийского. Из Латвии, человека из бедной страны, где у нас был еще такой маркетинг этих торговых центров, эти скидки везде, да, и ты иногда люди приходят в магазин купить там определенный товар, но видят эту скидку и покупают, я не знаю, ну вот выработался этот, где ты видишь, я не знаю, какую-то акцию, да, и иногда ты ее покупаешь неосознанно, да. И вот у меня был такой момент, то есть я звоню человеку, я говорю, я хотел бы очень прыгнуть, вот созрел для прыжка, и он говорит, не проблема, 300 евро. Говорит, но у нас сейчас акция. У нас сейчас действует акция, типа 1500, и это включает 15 минут аэродинамической трубы, это включает курс AFF, ты получишь курс парашютиста 10 прыжков, ну тогда там в зависимости, как ты справишься, и у тебя получается целая теория. Ну и я, конечно, быстро калькуляцию сделал, понимаю, что это гораздо дешевле. Пишусь на этот курс и зная себя, что, ну, обратку не смогу дать, подписываюсь на этот курс. И вот я этот первый, я помню, прыжок, блин, честно, летел и думал, это, во-первых, было, по-моему, в Литве. Серость, еще был такой, знаешь, не как здесь в Калифорнии, здесь такое все радужное, да, там океаны, там, ну, такие пейзажи, а там конкретно какая-то там деревня, стоит такой пасмурный день, старый самолет, Ан-2, по-моему, да, если не ошибаюсь, не, это была вот эта Цесна старенькая, и ты просто видишь первых людей, которых просто как пылесос засосал, и он пропал, блин, знаешь, и ты выходишь, и вот ты видишь, как, блин, далеко земля, нахрен, что тебя ждет, и вот тогда у тебя, ну как ты только выпрыгиваешь. Честно, я тогда тоже охренел. А что происходит в первые 3 секунды? Что ты ощущаешь? Внутри у тебя происходит это? Такое ощущение, что ты это уже где-то испытывал, это ощущение. Вот это свободное падение, да? Да. Ощущение вот этой дестабилизации, да, когда мы в самолете летим. Левитация. Ну, это сложно объяснить, как будто ты раньше это уже испытывал где-то. Очень интересно. Ну, конечно, это для тебя новый опыт. Но здесь уходят все твои мысли. Вот это ты попадаешь как будто в этот флоу, знаешь. Бамс. И вот тут вот эти все твои привязки, кто ты, зачем ты. Все, вот эта вся систематичная привязанность, я это сразу, вот такой термин обыграл, что это как бы, как эго, да, это смерть твоего эго, твоей привязки, где ты полностью погружаешься в момент, такой довольно-таки, знаешь, он первый раз, наверное, ты еще не очень не понимаешь, потому что ты ощущаешь гравитацию, насколько сильно вот это ядро невидимое, да, мы привыкли, ходим, сидим там, а на самом деле, когда вот ты видишь, насколько сильно тебя притягивает Земля, и вот это ты понимаешь, физика, вау, какая Земля, эта энергия сильная, ты прям вот круто пролетаешь вообще через поток какой-то. И, честно, мне многие люди говорят, вау, это круто, мне понравилось, хочу еще раз. У меня не было. Я, на самом деле, я охренел. Насколько сильно ты видишь, у тебя плывет, ты не успеваешь даже, знаешь, у нас 24 кадра в секунду восприятие, а тут у тебя получается искажение. Нет, почему? У нас, по-моему, 60. 60, по-моему. Ну, это у Чукчей 60, по-моему. Нет, так нет, ты смотри, ты когда же видишь, допустим, на телевизоре частоту кадров 60, ты ее можешь отличить от 30. Я про это имею в виду. Нет, все равно у тебя передача идет 24. Ну ладно, бог хрен с ним, это уже не наша специфика. Да, это не наша философия. Но суть, что у тебя идет искажение, да, и ты видишь, как близко к тебе Земля приближается, знаешь, ну и вот это ощущение, это скорость, этот шум непривычный, ты сидишь, ну ты не, и у тебя там что-то происходит с твоими, ну, вот этот момент. И знаешь, и ты понимаешь, что это гораздо страшнее, чем ты думал, блин. Знаешь, вот это сколько лет назад было? Это было 8 лет назад. 8 лет назад. И потом, все, то есть я уже иду, я понимаю, что у меня обратного пути нет.
В этот же день я должен делать второй прыжок, и он гораздо страшнее, ты знаешь, через что ты прошел, пойти на второй прыжок. И вот, поэтому... Но потом, знаешь, есть в скайдайве такая интересная вещь, этапность. Чем он цепляет, что тебе, в принципе, всегда страшно. Страх, он и спасает тебя, наверное. Он держит тебя, ну, как-то создает тебе условия, как сказать, ты живешь, потому что у тебя есть страх. Да, если бы ты потерял полностью страх, то лучше тебе не прыгать. Есть совет такой. То есть каждый раз, когда ты сейчас прыгаешь, это всегда страх. Как ну, есть, первый смотри, раз. вот по-английски есть такое fear, excitement, да, типа страх и вот это ощущение беспокойства, да. Страх как бы уходит после, как статистически, да, у каждого по-разному. Обычно, вот у меня, я заметил, на 100-й прыжок ушел страх. Это когда ты полностью уже не задумываешься, потому что ты знаешь этапы. Ты знаешь выход самолета, ты знаешь, сколько ты летишь, ты знаешь, что ты делаешь, ты знаешь, как себя вести в нештатных ситуациях, если у тебя что-то, и уже не задумываясь. Ты просто машинально, ну, все реагируешь. То у тебя уже мозг привык, у тебя есть к твоей системе доверия. Ты знаешь, что каждый раз она тебя спасает. И ты уже, когда на тебе система, ты уже относишься уже спокойно. Но вот этот excitement, это не знаешь, что ожидать от каждого прыжка. Там же много что еще происходит в небе, да? Ты должен следить за направлением выброски парашютистов в правильном направлении. Ты должен делать подсчеты, сколько делать интервал между каждой группой, перпендикулярно от самолета к траектории двигаться, да? То есть ты не можешь сопутствовать последствию траектории самолета, потому что там идет выброска других парашютистов. И бывают случаи, когда происходит столкновение. Ты где-то летишь белли, у тебя скорость падения одна, а последующий там парашютист решил free fly стоя, да, и он тебя догонит очень быстро. То есть он тебя 100%. Просто разобьет, ну, вы столкнетесь и тебя вырубит. И дай бог тебя спасет, есть такая AD, типа автоматик. Блин, забыл это, deployment device, как это, ну, в общем, activation, automatic activation device, который в случае, если ты падаешь и тебя вырубило, есть такое, придумали вот изобретение, которое делает калькуляцию, если скорость падения очень большая, а высота до земли маленькая, он автоматически, есть петардочка, которая взрывает, такая... я понял. Режет тросик. То есть, если даже ты отключился, да, он все равно режет тросик, сработает. она тебя... Вот это был случай даже в Чикаго, на прошлом 2 года назад. 2 вингсютера летели, один столкнулись, его вырубило, и сработал, то есть возле земли уже сработал этот девайс, ему автоматически открыл запаску. И он спасся, и он приземлился в воду. И по времени, когда прибегали эти уже с аэродрома, там есть всегда люди просматривают, кто как приземляется, прибежали, он уже выходил из воды, его видно, холодная вода как бы очухала. А прикинь, ну вот представь, не было этого безопасного прибора, то все. Ну, то есть на сегодняшний день парашюты сделаны максимально безопасно, да? Но все равно есть какая-то статистика. Вот ты можешь рассказать, насколько вероятность, ну, как бы погибнуть, она сейчас велика или маленькая? И как вообще парашютисты и комьюнити фиксируют, там, если где-то кто-то погиб? И как вообще ведется статистика? Я знаю, что она, в принципе, маленькая очень. Есть, например, официальная USPA-организация, которая отслеживает все эти моменты, да. По сути, сейчас, скажем, годом, вот, по-моему, прошлый год был, как сказать, рекордным по меньшинству фатальных исходов за год. 13, ну, по Америке. Я не знаю, как в мире, но это можно и отслеживать, потому что Америка — это самая активная в плане парашютизма страна, да. Вот здесь Калифорния, здесь же, во-первых, центрная, здесь в круглый год сезон. Здесь в одной Калифорнии около 26, если не ошибаюсь, они еще увеличиваются, дроп-зоны, аэродромы, где прыгают скайдайв, 26. У нас, например, в Латвии там было 2 аэродрома, да, сейчас вообще 1.
в Литве там можешь... Ну, и к тому, что в странах, в других их там на пальцах посчитать. А тут только в одном штате около почти под 30 аэродромов. Только Да. в Калифорнии, не считая всю Америку, да. Поэтому вот за прошлый год, если не ошибаюсь, 13 фатальных исходов. Но на сегодняшний день скайдайв считается очень безопасным. Это по отношению 13 фаталитис на миллионы прыжков. Это 1 на 100 тысяч случаев. И то, кто в основном погибает, профессионалы. Ну, как профессионалы, люди с большим количеством прыжков. И есть причины. Да, причины это прям, знаешь, такая вот человеческий фактор. Да, Чем 100%. безопаснее. Сейчас сама система настолько безопасная, и правила, по которым, если человек следует, то, в принципе, это очень безопасный спорт. Но в наше время же как? Человека движет вот это стремление вот, все больше и больше брать на себя рисков. В этом есть кайф. Какой-то входишь в азарт. И вот мне, например, слава богу, так жизнь как бы подвела, что она меня немножко, и благодаря этому фильму, я немножко отошел, заземлился. Потому что как только ты уходишь, твое сознание аж другое становится. Ты начинаешь жить вот этим моментом. Да? Чем больше ты прыгаешь, все вокруг становится не так важным. Ты начинаешь понимать смысл вот этих всех практик, йог, кундалини, которые люди пытаются. Суть как бы всей жизни — это избавиться от мышления. Да. Мышление — это быть, то есть быть в фокусе разумным максимально. Потому что чем больше мы думаем, мыслим о прошлом или о будущем, а не о сегодняшнем, тем больше мы заложники своего подсознания. Поэтому мы вот, наверное, люди несчастны, потому что они себе сами надумывают проблемы, сами их аффирмируют, манифестируют, сами в них... По сути, любой человек может сейчас выдумать себе, визуализировать лучшую жизнь, и он будет жить этой лучшей жизнью, да, потому что мы все здесь, все наши проблемы. И вот когда мы прыгаем, это максимальный шорткат, ну, для реализации вот этого состояния сейчас. И когда ты прыгаешь, ты просто находишься в моменте с природой. И тут понимаешь, что счастье вот оно и в этом есть. Да, кстати. Ты меньше думаешь. И здесь отсутствует, вот как здесь в Америке, здесь люди же очень много себя продают на уровне, говорят то, чего на самом деле нет в реальности, да, у всех вот эти маски, да, Да. то есть люди не открыты, люди осуждают. В скайдайве или в таком экстремальных видах спорта там отсутствует понятие осуждения, потому что люди настолько открыты, и вот это моменты, когда вот вы рискуете, вы там прыгаете сегодня с моста, там у тебя чуть-чуть что-то произошло не так, и вы потом вечером садитесь у костра, там, и никто даже не говорит, не обсуждает на эту тему, потому что все просто ментально чувствуют и знают, что мы сегодня пережили, да, Круто. и это настолько тонкая вот вещь, где ты просто сидишь и как будто мудреешь, что ли, или ты понимаешь, вау, вот это жизнь. Вот сегодня я с каждым прыжком осознаю важность жизни, насколько она ценная. Ты так начинаешь ценить это, и потом ты возвращаешься в какой-нибудь город, где люди там бегают как сумасшедшие, не знаю зачем, и тебе там продают что-то. Ты думаешь, блин. О твоем фильме Above the Ground. Давай. Сейчас это, наверное, самый масштабный проект, который готовится
к публичному выходу. То есть до этого никто не рассказывал о парашютном спорте и бейсджампинге, а как такая тотальная дисциплина, и рассказывает о комьюнити, который существует, вот в принципе то, что ты сейчас говорил. Какой у тебя основной посыл этого фильма? Вот, почему ты начал его снимать? Ну, изначальный посыл это был, чем больше углублялся в этот комьюнити, в эти прыжки, стал чрезмерно чаще прыгать и уже начал переходить на такие, ну, на бейс. Бейс тоже. В один момент я там сломал спину, переживал это, тяжело было вообще жить с болью, да, и теряешь вообще какое-то радужное восприятие мира, и я думаю, вот хрен с ним, блин, буду наслаждаться, что я люблю вот прыжки, и думаю, ну, хочу что-то такое, знаешь, вот бейс испытывать, наслаждаться вот этими моментами жизни. И чем дольше это начал делать, был такой год, когда за буквально полгода 6 человек разбилось. И я тогда, помню, звоню Луе, такая подруга, я говорю, Луя, блин, короче, мне вообще это ни хрена не нравится. У меня такое ощущение, у меня уже внутренняя какая-то интуитивная чуйка, что, блин, походу я тоже могу это как-то кони бросить. И я говорю, а у меня есть мелкая дочь, которая живет не со мной. Я говорю, вот представляешь, типа, не дай бог, это со мной произойдет, разобьюсь, да? Вот как она потом, она вырастет, не будет ли она меня осуждать? То, что я не был с ней, я выбрал другую страну, прыжки, какой-то безумец отец, безалаберный. И вот я начал такие мысли приходить, как она потом отреагирует, типа. Я думаю, надо оставить какой-то посыл, вот передать эту месседж, почему мы это делаем, продолжаем это делать на фоне погибших наших друзей, почему нас так дальше рвет, типа, это какое-то безумие или у нас есть какая-то страсть, подвязанная к какой-то философии. И вот это я хотел, потому что люди, которых я повстречал в скайдайве или в бейсе, это не так, как выглядят на экранах. Кажется, легко, сумасшедший, прыгает, вообще, типа, зачем? Ну, обычный человек там скажет, дебилы, что ли? А на самом деле пообщаешься с этими людьми, ты понимаешь, насколько мудрый, скромный это человек, и как мы подходим вот к этим решению прыгнуть. То есть за этим прыжком стоит такая подготовка ментальная, физическая, ты проверяешь много всего, ты проверяешь погодные условия, ты проверяешь именно спиритуально, ментально ли ты готов, отвечая на все там вопросы. То есть погодные условия подходят, я готов, общаешься с внутренним я. Вот система аккуратно сложена, все аккуратно, все готово. У меня чувство, что все пройдет хорошо, значит, все пройдет хорошо. Бывает, конечно, нехорошо, но ведь бывает, это уже очень случаи. Единичные случаи, на самом деле. Единичные случаи, да. В основном эти единичные случаи тоже, они же зависят от непренебрежения каким-то из этих подготовленным пунктом. Сколько вот в этом году, ты знаешь, было случаев летальных? В августе разбился самолет с нашими ребятами в Швеции. 16 человек погибло, я знал одного только. А что там было, ошибка пилота? Нет, птица. Просто птица залетела? Птица на взлете влетела. Слушай, откуда у меня эта информация? По-моему, птица. Либо я уже, знаешь, иногда, не придаю этим моментам особое значение, потому что я уже так к смерти начал относиться. Проще благодаря фильму. Фильм Above the Ground, наверное, были... Вот это один причина, дочь. Потом желание понять, все у меня было желание понять смерть. Что такое смерть? Потому что у меня отец сделал самоубийство, когда мне было 7. И он был пилотом, да. И вот у меня была такая все мысль с детства. И у меня есть такой, дар, я не знаю, я вижу этих, иногда, не знаю, говорить, мертвых людей, души, да, иногда приходят ко мне. И мне всегда вот этот потусторонний мир был интерес, астрал. И мне кажется, что
вся вот эта поиск ответов, может, с этой жизни или накопилось еще с моих предыдущих жизней, я хотел ответить, понять, разобраться и вообще... Потому что многие люди, конечно, не осознают многое, что происходит. Многие не осознают, не могут даже объяснить, что такое скайдайв. И когда пытался эту философию вытащить из каких-то интервью, вот, просмотрев все возможные, там, я был фанатиком этого скайдайва. Я просмотрел все возможные YouTube видео, знаешь, и сидел вот ночами, смотрел, и все такое поверхностное. Блин, это что-то мы испытываем очень крутое, но никто не может обычным как-то поверхностным контекстом типа доносит, ну, интерпретирует очень как-то скромно, так скажем. И мне хотелось детально понять на уровне науки, на уровне духовного понятия, как и объяснить, донести. Поэтому я начал делать эти спиритуальные темы, понять вообще, что это такое, типа, что мы испытываем. Начал интервьюировать всех этих легенд. Начал интервьюировать и научные центры, которые занимаются понятием, термином, как flow state. Да. Есть такое понятие flow state, который это инструмент, который вот как раз-таки, как фильм Above the Ground, объясняет, что происходит с человеческим сознанием, прям процессы, и как можно благодаря этому flow state, этому инструменту делать сумасшедшие вещи не один раз, не полагаться на удачу, а реально использовать инструмент для новых каких-то вершин. Как ты думаешь, вот с чем связан страх? Это чисто физическая форма переживания или это душевная форма переживания? Но я имею в виду, что, допустим, если человек теряет сознание, да, может ли он испытывать страх, когда тело отключено? Вот как ты думаешь? Я думаю, что страх это взаимосвязанная штука, которая, с одной стороны, дана наблюдателю, ну, к душе, то есть, но страх душа может переживать через наблюдение, а тело через ощущение. Вот, и то есть, пока у нас есть физическое тело, мы что-то можем ощущать, да, но когда, допустим, ты находишься в каком-то, не знаю, глубоком трансе или так далее, то ты можешь это все видеть. Ну, страх можно же видеть. То есть тебя что-то пугает, или там сны там какие-то страшные снятся, и это все визуальные эффекты на самом деле. А вот как вот действительно страх можно описать, как вот, как сказать, как наркотик? Вот, то есть люди же идут прыгать с парашютом, именно за этим, по сути, то есть за ощущением вот этой вот свободы ощущения и в то же время адреналин и страх, и все это в кучу, особенно когда делают бейсджамп, потому что вот сейчас, если ты готов сейчас выпрыгнуть просто с парашютом, вот сейчас со здания, мы находимся, кстати, на 22 этаже, вот сейчас. Есть желание, ну, есть эту штуку, но конкретно понимаю, что не совсем такие обстоятельства, ну, не все хочется. Но уже как-то мудро подходишь. Здесь не лучшее место Здесь очень много риска задействовано, да? Во-первых, там деревья, высота небольшая, полиция, ну, ты сразу же у тебя пунктов накидываешь, понимаешь. Сейчас люди, у которых фобия, они просто, наверное, с ума сходят, слушают такое же, ты сейчас готов спрыгнуть, и ты анализируешь там, какие деревья. Вот с того здания Bank of America вообще с удовольствием. Но ты должен, видишь, в бейс, ты должен понимать, куда, вот почему, говорим, погодные условия. То есть у тебя должен быть, как мы проверяем, на травинку или там плюнул, смотришь, куда понесет слюну. И если от здания green light, можешь прыгать, да. Если в здание, значит, при открытии парашют может развернуть, и ты полетишь на здание, и вот тогда hope for the luck. Ну, типа, как справишься? Не факт, что справишься. Обычно все смерти в бейсе происходят в основном под открытым куполом, и куда ты залетаешь. Не от того, что не открывается.
отвечая на твой вопрос, мне кажется, ну, наша душа, она же бессмертная, Да. а мы боимся в основном страха чего? В основном страхи, если это физического риска, это значит все из нашей головы, ментально. Значит, если мы в сознании, мы генерируем сами страх, исходя от наших штурма мозгового. Сами себе визуализируем иллюзию того, чего нет. И страх — это же тоже понятие, что такое страх. Твои домыслы, незнание, что если. Вот этот, может, бесконечный процесс, например, вот если я сейчас не буду думать, окей, у меня есть система, я доверяю, я знаю себе, доверяю, просто не думать и прыгнуть, все, будь как будет. Тебя, в принципе, отключишь, ты можешь как-то свой страх перебороть. Но если ты начнешь стоять и думать, а если сейчас тут что-то я ступлю, а если я задержу, а если меня понесет, все, пошел, у тебя начинает и дыхание перепирать, и вот твой страх начинает преобразовываться во всех его красоте. Как бы. А что тебя заставляет думать о том, что существует жизнь после смерти? То есть у тебя был какой-то опыт, или ты послушал какого-то умного человека, или это у тебя инстинктуально? От чего у тебя появился такой вот именно утвержденный опыт, что жизнь после смерти существует? Окей, я, наверное, при сравнении своих наблюдений, своего опыта, людей, фильм, образно говоря, общение с людьми, которые были в клинической смерти. Я прожил, вот уже 1,5 года живу в кришнаитском храме. Это философия вообще восприятия нашей души. То есть, наверное, сравнивая все эти опыты, знания и то есть ты просто сопоставляешь все и понимаешь, что все об одном и том же. То есть, по сути, вот мы как бы транслируем, наш мозг транслирует проекцию вот, визуализации вот этой частоты. Мы находимся на определенной частоте, и где мы испытываем какие-то эмоции, проходим вот на этой земле, она не самая как бы лучшее, где мы можем, наша душа, оказаться, да, но это чисто вот, мне нравится философия кришнаитства, да, я не посвященный, да, меня хотели посвятить, но я хочу как бы в дальнейшем, хочу пожить в каждой религии, но по сути на сегодняшний день, вот то, что я изучал, ну, в принципе, философия кришнаитства очень сильная. Настолько сильная. Вот, я не знаю, люди смотрели, читали Бхагавад-гиту или смотрели Махабхарату, то есть вот это жизнь до Кали-юги, принципы морали, общения очень сильно. И там можешь вообще понять, откуда все. А ты веришь в то, что существует вот этот квантовый дуализм? То есть ученые уже доказали о существовании мира в пассивном режиме, как такая большая, такая размазанная, как нереальность. То есть очень известный опыт, мы его, в принципе, всем рассказываем, нашим гостям, о том, что когда человек не наблюдает за предметом или вообще нету наблюдателя в каком-то либо участке, этот участок существует в таком, в бета-режиме, то есть он размазанный, без деталей, то есть как компьютерная игра. То есть получается, что если это правда, но это уже доказано учеными, и они до сих пор копаются в этой истории, потому что она перевернула, в принципе, классическую физику Ньютона. И это доказывает, что есть какой-то ресурс, то есть есть какой-то, допустим, огромный компьютер или что-то в этом роде, которому выгодно не использовать ресурс, если нету наблюдателя, то есть человека или камеры или что-то такое. Вот как ты считаешь, это может быть истиной или нет? Я вообще 100% согласен с этим и уверен, потому что сложно, конечно, многие, наверное, вообще думают, что Бога не существует, или что вот наш отрезок жизни, вот мы сейчас родились, померли, больше ничего не существует. Очень, мне кажется, странно так рассуждать, или, опять же, про то, что ты говоришь, ну, я не знаю, не знаком с этим опытом, но я сравниваю со своим. Я во время
так испытывал ощущение смерти, да, когда ты просто теряешь. Что такое ощущение смерти? Это, наверное, вот, когда твое эго умирает, ты просто начинаешь переживать другую проекцию других частот, и ты теряешь связь со своим телом, со своим миром, со своей жизнью, где ты понимаешь, о, у меня же там был я же был, по-моему, парашютист, у меня была мама, у меня были друзья, а это все это уходит, и ты понимаешь, что это лишь была какая-то проекция, которую ты видел и верил в это, и ты жил этим, и ты проживал, ты думал, у тебя какие-то есть проблемы, на самом деле и твоя душа, она уходит, и ты можешь другие миры как бы видеть, и ты понимаешь, что их частот этих бесконечность. То есть мы находимся в пространстве таких вариантов, и нету будущего, нет прошлого. Это все у нас здесь. Мы выдумали время, мы выдумали какие-то часы, и мы сами думаем о будущем, когда надо просто вот есть сейчас время, проекция, в которой мы живем, мы испытываем какой-то, проходим урок. Это в то, что я верю и уверен в этом, ну, для себя. Я ничего не доказываю или не навязываю. Вот, кстати, интересная тема по поводу прошлого. Слышал когда-нибудь про эффект Манделы? Слышал. Слышал, знаешь, да, что это? Я уже подзабыл, я помню, да, эффект Манделы. Да, то есть, ну, я вкратце напомню. Групповое знание, память о прошедших событиях, которые со временем поменяли факт. То есть есть события, которые в нашем прошлом существовали, и публично люди помнят это. Там были моменты там, с игрой Монополии, что этот налога-дедушка этот был с монокулером, но его не было никогда. То есть это один из фактов. А потом какие-то там детские книжки, которые назывались одним названием, а потом поменялись на другое. И люди искали, копались в интернете, пытались найти, было ли по факту там первое, но на самом деле ничего не могли найти, как будто это всегда было. Ну, такие вот моменты. Я вот, знаешь, вот тебе вопрос. Вот ты когда-нибудь сверяешь свое прошлое? То есть, допустим, ты смотришь, не знаю, там, свою фотографию, где вы там с одноклассниками стоите, и вдруг там нету человека, который был у вас в классе, или еще что-то. Веришь ли ты вообще, что прошлое сейчас корректируется после того, как оно прошло? У меня был момент, когда я сижу и думаю, блин, я видел, как я разбился уже не раз в скайдайве, видел свою смерть, но как будто у нас, как у кошек, типа, есть такое, как будто ты можешь умереть и даже это не осознать и жить дальше. В том пространстве тебя уже скорбят твои близкие, но ты живешь дальше в таком, продолжаешь жить, где у тебя также живет ты живешь и все твои родные живут. Но есть пространство, где ты уже разбился. Я это видел, да. Вот я думаю, господи, я это видел, ну, я это так понял, что я уже разбился где-то в скайдайве. Ну, то есть, как будто твоя жизнь продолжается уже в другой реальности. Ты слайдишь по разным, да, то есть, как будто тебе даешь шанс и дальше жить, ты даже об этом не будешь знать, что ты уже где-то умер. Да, может быть, это из-за того, что ты во сне видишь вариант или там, допустим, как вариация, типа, твоего... Ты просто видишь вариант развития событий, если бы ты поступил как-то иначе в прошлом. Тоже? Мне кажется, так. По-разному. Вообще, как бы, тут безгранность, мне кажется, восприятия мира. Он бесконечный. Как ты его видишь, так ты и вот даже сейчас вот этот патриархат, ну, все развалился, да. То есть раньше ты мог там еще по Таро, картам как-то предвидеть будущее. Сейчас это все лишь на сегодняшний день ты можешь видеть развитие вот определенного какого-то случая. На ближайшие 1,5-2 года. Но через день, 2-3 ты проживаешь то же самое, как эти, знаешь, хироманты. Вот, ты знаешь, тебе дается как бы линии прочерчены твоей жизни, но ты можешь их менять. В зависимости, какой путь ты выберешь, у тебя начнется развитие других вариаций. То есть ты можешь менять жизнь. То есть есть такое понятие, мне кажется, что все-таки предначерчено время, когда ты должен уйти дальше, да, ну, покинуть свое физическое тело. Но свою судьбу и где ты окажешься, ты можешь менять. Ты можешь деградировать, можешь развиваться, ты можешь стать одним, можешь вообще, То есть, но время, мне кажется, оно тебе напрочерчено именно, когда ты должен уйти. Несколько лет назад в Ладае, это дроп-зона в Калифорнии, произошел акцидент, при котором парень на свой день рождения, это ему родители, по-моему, да, подарили,
Он разбился в 18 лет, разбился вместе с инструктором в самый первый свой прыжок. То есть вот первый раз прыгнул, и это был сразу же последний прыжок. Это был единственный случай, который произошел, наверное, не с профессионалом, который дебютант был в этом спорте, и который не по своей ошибке, а именно так сложились обстоятельства, при которых оба человека погибли. И сейчас это все переросло в судебное разбирательство, и Ладай сейчас там... Последнее, что я читал, это то, что они там должны $40 миллионов заплатить, но это, конечно, космические какие-то цифры для Ладая. Насколько эта ситуация судьбоносная для человека была? То есть для кого-то, для тебя это было открытие новой жизни, или это, допустим, присвоение себе вот этой вот цели, а для кого-то это был последний день, и человек погиб. Для меня это был опыт, я впервые увидел смерть на аэродроме при моем присутствии. Да, это было при мне. И вот тут, типа, такая жуть. Я еще следующим прыжком шел, и у меня так, думаю, блин. Идти, не идти. Какой-то день такой, знаешь, чувствуется пасмурный, там были прям вот, это редкость, чтобы у тебя пошло что-то с парашютом не так, и ты воспользовался запаской. До этого акцидента 2 было взлета. Первый взлет, 2 отцепки, значит, 2 нештатные ситуации у человека. Сразу же, первым лоудом. Второй лоуд, 1 отцепка, и этот разбивается, да. И я на 3-й шел прыжок, он очень так. И вот тут много чего. Вот эти поэтапность скайдайва, когда ты сперва боишься, потом страх уходит, потом ты видишь смерть кого-то, начинаешь опять чего-то бояться, потом ты это принимаешь, то есть потом у тебя бесконечная какая-то борьба со своим же там сознанием и с этим страхом. И мне кажется, опять же, у каждого по-разному. Кто-то может сказать, да я ни хрена не боюсь, типа, может, такие есть люди, но это чисто индивидуальный, мне кажется, такой ментальный какой-то процесс, который каждый для себя проходит какую-то интересную ситуацию в жизни. И вот касаемо того дня, знаешь, вот по-разному, как система, в которой мы живем, заставляет следовать нас законодательству. В этой системе кто-то должен быть виноват, да? Нет такого понятия, что жизненные обстоятельства, да, секвенция неудач. Вот там было именно такое. Как это так, что человек, который пакует для тандем инструкторов систему, забыл затянуть дрог. Дрог — маленький парашют, который стабилизирует тандем. Вот, кстати, да. Вот как это автоматический процесс для человека. Человек, другой забыл затянуть. Второй попадается неопытный, да, то есть который еще подделал себе подписей. Об этом никто не знал, да. То есть, чтобы быть опытным парашютистом, есть такие requirements, как по-русски requirements? Обязательства. Обязательства. Как минимум 500 прыжков это должно быть, тандем, да? Чтобы ты мог брать уже за деньги этих пассажиров. Он себе там, у него было 200, 300 он себе, по-моему, поднаписал. Попадается ему этот инструктор. И потом, даже если, выбрасывает этот дрог, он фитилит, паникует. Почему следует именно такой последовательности, да? Не по процедуре, как бы все равно надо было делать, как по процедуре, открываешь основной купол, если что-то не так. То есть он в любом случае открылся бы, но с задержкой 2-3 секунды, да? Он тут решил цепку делать сразу же, да? Чтобы предохраниться. Даже если запаску он дергнул, я не знаю, сколько еще, то есть один случай на не знаю сколько раз, что забыл затянуть дрог, что попался именно такой инструктор, что именно поступил так, и что еще переплелись 2 парашюта, ни один не открылся. То есть секвенция неудач, как будто вот я верю в другое. То есть для дела, да, конечно, кто крайний? Тот инструктор уже ушел, парень ушел, мать
в шоке 18-летнего парня, сына привела на смерть, да? Типа, как ей теперь с этим жить? Она эту боль на себе, то есть она чувствует себя виноватой. Она что делает? Не что, ну, с одной стороны, это чисто философия, с одной стороны, может принять, как бы, я не знаю, как назвать, жизненные обстоятельства. Либо, я думаю, что она же начала судить, Да. судить аэродром, что на этом аэродроме работают не квалифицированные инструктора. Она права, с одной стороны. С другой стороны, подвергла весь аэродром, всех людей, которые жили этим домом, лишить дома. Да, потому что в этот день произошел, ну там, во-первых, было задействовано около 6 телеканалов, вот этот траур, да, и потом начинаются судебные процессы. Туда началась полностью, Ладай, Билл попал под такую раздачу. Там был момент, когда прошло, по-моему, 3 месяца после случая или полгода, просто залетает 17 машин FBI, все, там есть шкафчики, где парашютисты, там инструктора оставляют, не только, у меня там тоже был шкафчик, где ты оставляешь свою технику, парашютную систему. Они просто всю технику конфисковали хотели прикрыть этот аэродром, потому что он не USP сертифицирован. Это другая еще тема. Это все, конечно, в фильме, наверное, затронется, Above the Ground, да? Конфликтная такая ситуация. И вот тут как бы рассуждение. Мать решила доказать невиновность, так скажем, свою, чтобы ей дальше жить с этим, что не она виновата, привела сына на смерть, а что виноват аэродром. Хотя все подписывают бумагу, что это очень опасный спорт, что это может произойти. Никто не застрахован. Да. Мы делаем очень экстремальные вещи. Типа, это произошло. Но не может же быть так, что ты идешь на скайдайв, на этот экстрим, знаешь, что это очень опасно, происходит случай, и ты не согласен с этим. Типа, здесь, понимаешь, можно всех понять. И маму, и вот это... Возможно, что этот парень ушел в свое время, если мы говорим про то, что у каждого есть свое время, да? Возможно, это кармическая связь матери, которая, может, в прошлых жизнях сделала какую-то ошибку или кого-то лишила ребенка. Одна из а сейчас она прорабатывает кармическую, как бы, отработку. Ты не знаешь, что от чего было зависимо. То есть это был несчастный случай, или это действительно она считает, что его убили. По сути, сейчас дело закрылось, а Ладаю выдвинул иск $40 миллионов. Кто будет платить? Платить будет все комьюнити мировое, наверное, по скайдайву, потому что страховка сейчас вырастет вверх, кто-то должен заплатить, и будут парашютисты платить больше за прыжки. Короче, получается, понимаешь, какой, вокруг этого всего сколько шума. Это 4 года длилось это дело. Этот Ладай, оттуда все уехали. Раньше там была такая жизнь, там кипела. И вот после этого случая все поразъехались, FBI, там всем сказали, стала не крутая атмосфера, знаешь, такая. Сейчас уже как бы все нормализуется, но Билл вот попал тоже. Я считаю, что этот скайдайв, это чисто сугубо индивидуальный процесс каждого отношения человека к чему-то экстремальному. За безопасность отвечает каждый человек, потому что это очень индивидуальный, да. То есть ты не можешь, вот считать, Ладай обвиняют, считают, что конвейер смерти, или как там назвать, я понял. что там просто все гибнут. На самом деле гибнут везде, просто он единственный не ESP сертифицирован. ESP — это United States Parachute Association, который якобы следит за порядком, якобы, если он был бы сертифицирован, то такого не было бы, допустим, что как-то кто-то смог подделать себе подписи, да? Аргумент. Поэтому здесь такое, знаешь, очень... Но, с другой стороны, Билл говорит, это мой аэродром, мои правила. Здесь каждый приходит, и я даю, то есть, он должен следовать моим правилам, то есть, и все, действуют мои правила. То есть там человек перешел за грань Билла правил. То есть аргумент тоже аргумент. И я его понимаю, и ESP, и всех понимаешь. Но этот случай мог не произойти. Да. Слишком много задействовано неудачных факторов. Такое я не верю в такие
совпадение, да. Поэтому чисто с точки зрения законодательства и кто-то должен быть крайний, конечно, все понятно, да. Билл оказался крайним, аэродром оказался крайним, хотя... Ну, судя по всей этой ситуации, мы можем сделать один вывод, что все-таки судьба и смерть — это какая-то точка, которая уже известна для каких-то там высших сил. И я думаю, что нет смысла, вот, допустим, ориентироваться на такие вот, ну, случаи, когда люди погибают, и пытаться отождествить их со своей безопасностью и не прыгать вообще никогда. То есть я считаю, что судьба может прийти и во время дороги, когда ты едешь, Конечно. или на светофоре, когда ты переходишь дорогу. То есть для меня, ну, я для себя принял решение, что я на следующей неделе обязательно прыгаю, я все равно доведу это дело до конца. Что там будет, мне неизвестно, но через это надо пройти просто. И как бы, если жизнь этого хочет, если вот это вот моя душа этого хочет, я просто это сделаю, а тело пусть разбирается там. Если что, сводим в трубу, пусть полетает, поймет, как там все устроено, но придется прыгнуть в любом случае. Вот, поэтому я считаю, что это не предел. Да. Ну а ты как думаешь, вот сейчас ты работаешь над фильмом, фильм выйдет, ты будешь дальше продолжать прыгать? Конечно. Моя мечта, я же тоже мне поставил либо фильм, либо я хотел в белке пойти, ну, вингсют, просто называю по-русски, вингсют прыгать, да. Эту дисциплину хочу поучиться, но это самый дорогой вид спорта. И вот это тоже, говорю, вот страхи, ты когда их переходишь, ну, меня скорее очень сильно поменял, ну, вообще во всем, типа, и даже, снять, то есть преодолел, понял, охренеть, какое-то ощущение, ну, ты свой страх переборол, что дальше я могу делать, чего я боюсь дальше, и ты начинаешь, окей, я боюсь там с акулами плавать, я хотел, но не доехал, то есть ехал уже с акулами плавать на Гавайи, не получилось там просто, но ты уже смотришь такой, ну, конечно, не то, что ты становишься безумцем, да, как бы, все, ты проходишь, узнаешь, то есть ставишь себе задачу, то есть, и что тебе это последует, например, что это тебе даст. Это лишь, мне кажется, просто выход из зоны комфорта. Для каждого это разное, не обязательно идти прыгать. Прыжки не для каждого, да? Да. Каждый может человек найти себя. Ну вот я говорю, кто-то, например, боится выступать на публику. Иди попробуй это сделать. Вот, например, как делают актеры, да? То есть, чтобы преодолеть вот этот фобию или как-то страх к социуму, к публике, они заставляют себя, идут в автобус, переодеваются в какой-нибудь дурацкий костюм, который его будут осуждать, и начинают перформить какое-то выступление, да, и тем самым перебаривают свои, то есть перешагивают. То есть выход из зоны комфорта, это, мне кажется, наш ключ к саморазвитию, к прогрессии себя, самого я, своего эго. И либо мы стоим на месте, деградируем, говорим, мне это хватит, да, либо мы это идем и делаем, и живем. Почему именно я говорю экстрим, потому что он тебя выводит на сейчас, момент сейчас, очень быстро. И вот тут ты начинаешь разумно воспринимать себя, кто ты есть и что ты хочешь заниматься в жизни. Потому что, когда мы живем еще и в токсикации, в невежестве, люди употребляют алкоголь, задействуются эмоции, наши мысли, мы теряем понятие сейчас, мы не разумные, мы не находимся в сознании, в фокусе, потому что нас это даже та же философия кришнаиста, чтобы четко осознавать, делать правильные действия в жизни, ты должен придерживаться аскезам, избегать токсикацию. Да. Вот и все. Давайте сделаем конкурс, друзья. Кто прыгнет? Все мы сейчас послушали прекрасный рассказ от Виталия Череша по поводу того, как он занимался, с чего он начал спорт скайдайвинга и бейсджампинга. Вопрос. Попробуйте угадать,
назовите дату, когда Виталик первый раз прыгнул. Он делал какие-то упоминания, но попытайтесь посмотреть еще раз этот выпуск и написать в комментариях хотя бы месяц и год, когда Виталий прыгнул, и вы сможете выиграть, давайте, допустим, $20, 1500 на карту. Но если вы, стой, подожди, если вы угадаете число, какого числа Виталик прыгнул, то мы вам дарим бесплатный прыжок в вашем городе, в ближайшем. Мы оплачиваем полностью этот прыжок. Поэтому дерзайте. Если вы даже испугаетесь, то, ну, если вы не захотите прыгать, то мы просто вам переведем деньги, чтобы вы когда-нибудь это сделали. Я думаю, что это фэр. Это фэр. Да. Ну давай напоследок, то есть я настроился позитивно, я точно буду прыгать, и я просто это сделаю, поделюсь впечатлениями. Скажи вот тем людям, которые хотят тоже прыгнуть, но они боятся, вот что главное просто понять, что на самом деле страх — это иллюзия, что на самом деле страха нет, это лишь какие-то вещи, которые сигнализируют тело от незнания опыта, но на самом деле это самое крутое впечатление. Вот как им обойти вот это понятие страха? Блин, постараться меньше думать, мне кажется, просто. Это мне то же самое, что выйти после долгой паузы на новую работу, да? Боишься, сидишь дома, блин, вот этот начать. Да, на самом деле вышел с дома, нашел работу и пошел процесс, ты понимаешь, все, понесло. Новые люди, новые знакомства, и ты понимаешь, вау, вот эта жизнь пошла, знаешь. Это то же самое с прыжками. Чем больше думаешь, ну, типа, самое тяжелое выйти из зоны комфорта. Это просто надо брать себя, блин, свои сопли подтереть, вы просто идти, не думать и сделать это разок, и потом просто увидите, насколько это... Ох, как вы, блин, увидите, у вас открываются эти новые двери, новые возможности, ты уже понимаешь, блин, я уже не тот, кто был раньше, я сделал то, что не каждый может, это очень круто, и ты думаешь, если я мог и прыгнуть, значит я пойду, я смогу, и, блин, начать новое что-то, найти себя новым, найти новую работу, типа, или новое увлечение, хобби. Это прямо у тебя что-то происходит, конкретно сдвиг в мозгу, и ты рвешься, ты становишься вообще другим человеком. И это в том, что я 100% уверен, и то, что я наблюдаю. И то, что первое, кстати, что меня подвинуло, я пришел, думаю, блин, это же самый дорогой спорт в мире. Прыжки самолета, да, то есть люди прыгают там по 10 прыжков в день, и считаешь $300 в день, да, но я знал где-то интуитивно, что если тебе нужны эти деньги, человек такая натура, что ты найдешь эти деньги. Я посмотрел вокруг на людей, которые скайдайверов, и увидел, что каждый из них довольно-таки успешный человек. Я думаю, блин, что надо сделать, чтобы стать один из них? Просто взять и согласиться и найти деньги. И так устроен мозг, что ты говоришь, блин, у меня нет сейчас этих денег, но мне они нужны. Откуда-то как-то магически формируется, да, что приходят какие-то, ты как будто слайдишь на новый уровень жизни, где ты допускаешь иметь себе эти деньги на это занятие. Самое главное не стремление к финансовому, материальному, а ты ставишь задачу, для чего тебе нужны эти деньги. И средства каким-то магическим образом, так устроена Вселенная, они приходят для достижения твоих новых вершин. И вот это, наверное, мне кажется, вот здесь особенно чувствуется манифестация или аффирмация, кстати, очень охрененная техника. Аффирмирует на ночь или там говоришь, у меня все получится, я успешный человек, я верю в себя, я люблю мир, и у меня все получится. Вот ты просто проговариваешь такие вещи, и к тебе приходят, блин. Вот так работает это. Мир сейчас, особенно в наши дни, охренеть, как магически все складывается. Итак, для того, чтобы конкурс прошел у нас справедливо, Виталик, назови дату, когда ты прыгнул первый раз. Итак, друзья, все, на следующей неделе я еду на аэродром, и я сделаю прыжок. Вы это сейчас видео как раз и посмотрите, потому что, скорее всего, когда выйдет выпуск, я уже прыгнул. Залетать должен. Не знаю, не могу тебе ответить, но будет большой самолет. Аэропорт. Но это мы сюда приехали, правильно. Ну что, счастливые обладатели билета в небо. Да, в небо. Первый раз? Первый раз? No, первый раз? Прыгнул
15 лет. Что, ребятки, вы готовы? Мы будем сейчас прыгать с высоты 13 тысяч футов. Ребят, пока мы ждем, на самом деле становится легче. Только не Анатолий. Анатолий! Все жестче и жестче становится. Не, мне вообще нормально. У меня ушел страх какой-то, не знаю. Теперь просто понимаешь, что ты уже бежать с корабля не можешь. И вот, и поэтому надо просто... О, смотри. Летят. Круто. Не надо бояться густого тумана. Не надо бояться пустого кармана. Не надо бояться ни горных потоков, ни топий болотных, ни грязных потоков. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться. Или собственной трусости. Это было так круто вообще. Просто полет ощущений. Thank you. That was cool. Как ты, Анатолий? Я очень круто. Мне это нифига Вот не он больше страшно. всех боялся. Это страшно, капец. Но это вообще не страшно. Когда ты только сбалансировался, пока летишь вот так вот, это очень страшно. Как только вот так вот стал, все. Я вот точно скажу, что когда я выпрыгивал, вот этот вот, когда подходишь к выходу, на самом деле не страшно. Вообще ты просто подходишь, ты видишь маленькую картинку мира, и ты просто все, я готов, просто пихайте меня. И меня выпрыгнули. И вот это первые 2 секунды, это самое, наверное, самое крутое вообще. Вот такое ощущение внутри. И потом, когда вы уже летите вниз, ты просто кайфуешь. Так что нечего бояться, все прыгайте. Это очень круто. Я рад, что ты это испытал. Да, Всем Саня, советую. спасибо. Саня меня подписал, но я очень рад был это сделать. Следующий прыжок в Дубае обязательно. Как ты считаешь, мир симуляция, мир компьютерная игра? Почему? Мне нравится, как, кстати, философия Авадута с вами Махараджа, с которым, ну, это, короче, лидер кришнаитского движения. Движение, да. Ну, типа, вот он представляет эту философию, один из лидеров спиритуального мира, который дал интервью для Above the Ground тоже. И вот у него тоже хотел бы послушать, как он это интерпретирует, что у нас есть, грубо говоря, есть hardware, это тело, а есть software, который нам дан, да, и мы просто как software, типа душа, и наши инстинкты, вот эти там связи, как мы просто управляем этим процессом, вот, благодаря этому телу, восприятие, иллюзорность. Вот мы видим проекцию, реально сейчас проекция, которая имеет форму определенную, да, все это нам транслируется. Мы проживаем какие-то опыты здесь. Вот очень советую прочитать Бхагавад-гиту. Пожалуйста. Бхагавад-гита, посмотрите Махабхарату. И все у вас будет хорошо. Все у вас будет охрененно. Оставайтесь на позитиве. Спасибо, спасибо, Виталик, за интервью. Я думаю, что каждый для себя сделал свои выводы. Ну и, конечно же, развивайтесь. Как минимум прыгайте с парашютом, и все у вас будет отлично. Да, а не без. Счастливо!